у нас просто ознакомительное видео. Мы сделали барабаны под слаги, специально под слаги. И я сейчас хочу отстрелять слаги. Вот у нас мне прислали 3,7 семерочные. И посмотреть, что у нас получится с новым барабаном под слаги, с полнотелками. И с обычным стандартным барабаном, с этими же пулями, ну, вот, ничего не меняю на этих же настройках. То есть один такой, один такой. И смотрите, просто ради интереса. Вот старый барабан, вот у нас пулька 2,9. Вот видите, она как ходит, ближе подойдем. Вот она как ходит. Все, она четко здесь лежит, да? Эта же пуля в барабан под полнотел, она не ну, ее придется забить туда, то есть здесь меньше. При этом слаги, полнотелки в обычный барабан, они очень легко сидят и могут даже проваливаться. Ну, вот эти. Часть падает чуть ниже, часть остается на месте. То есть некоторые пули просто не держатся, выпадают. А барабаны под полнотелки сделаны именно, они вот в таком виде. Видите? Так. Они как чуть-чуть не доходят до конца, и их нужно будет осадить. И таким образом они гарантированно четко будут сидеть в камерах. И мне интересно, насколько сильно это повлияет на результат стрельбы по кучности. Потому что существует мнение, что пули должны сидеть четко и все такое. Прежде чем стрелять, я сейчас сделаю 2 выстрела. С этого барабана промерим скорость и с этого барабана промерим скорость и посмотрим момент старта с барабана, где пули с усилием сидят, отличается ли по скорости от барабана, где пули простые. Я сейчас буду делать то, что обычно народ сильно пугает. Руками держать хронограф. Надеюсь, я так себе не отстрелю. Так, первое у нас полнотел, барабан под полнотел. Ставлю хронограф. $258. И барабан стандартный с этими же пулями. $254. Вы видите, на 4 метра в секунду скорость отличается за счет того, что пуля сидит более плотно в барабане. И сейчас мне интересно, что мы по кучности получим. Мы сейчас камеру выключим, я пойду поставлю камеру около мишени, чтобы изображение перелета пули было видно сразу. И начнем стрелять. Выключай. Ну вот я ставлю камеру. Запись пошла. Я беру максимально много, но я не знаю, как они полетят, потому что скорости разные, может быть чуть выше, чуть ниже, но в любом случае увидим. Погнали. Так, значит, первый барабан, который под слаги прям заточен. Значит, напоминаю, здесь это семерка, пули 3,7, ствол 600. Давление за редуктором понятия не имею, просто вот крутанул примерно в районе 250. Посмотрим. Значит, стреляю в левую мишень. И барабан стандартный, с этими же пулями.
Ну, как вы видите, отрывов больше. Я сейчас хочу попробовать еще одну серию отстрелять. У меня старый барабан еще со старой пластиной. Сейчас попробуем еще одну серию отстреляем. Съемку не прекращаем, там тоже не прекращается. Мне самому интересно. Кстати, особо въедливые зрители могут сказать, а что так дует у меня аж это волосы назад. Сейчас бегу и волосы назад. Обратите внимание, что здесь нет кожуха. То есть в нормальном состоянии здесь должен стоять кожух, который не будет давать воздуху напрямую вот с этих отверстий лететь в морду стрелка. Но мне, честно говоря, было лень ставить кожух, поэтому я просто поставил ствол модератора и все. А с кожухом такого нет. Кстати, покажу, он не с кожухом лежат. Кстати, сапожник без сапог, сейчас будете ржать, но я у себя на отстреле по-прежнему старую станцию использую. Потому что новые все клиентам отправил. Вот так вот. Ничего для себя, ничего, все для людей, все для людей. Как вот нормальные мужики, все в дом, а я все из дома. Итак, опять. Левый нижний стреляю, барабан заточен именно под слаги. Меня бесит это слово слаги. Подполнотил. И барабан обычный, стандартный, с полнотелом. Даже не знаю, что сказать. Не очевидно. Сейчас мишень принесу. Посмотрим близко ее. А фотоаппарат выключился. Потому что кто-то его не заряжает. Я даже знаю кто. Поэтому я не знаю, на каком кадре. 3 минуты осталось. Че? Я не знаю, на каком кадре он остановился. Итак, смотрите. Вот у нас первая группа из барабанов, который под полнотел сделан. Вот из барабана, который сделан под обычные пули. Барабан под полнотел, барабан под обычные пули. Но, на мой взгляд, все-таки барабан под полнотел дает чуть лучшую кучность, более плотную. Все-таки, наверное, имеет значение то, как стартует пуля с барабана. То есть съедена плотно и, соответственно, стартует всегда одинаково. Или она может немножко по-другому сесть и стартовать немножко по-другому. Мы продолжим работу. Тем не менее, вот эти барабаны уже есть. И их можно будет заказывать, покупать. Пока у меня все. Адьос. Отруби телефон. Я тоже режим полета поставлю. Пошла? Идет, да? Свет не выключил.